Привет! Меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем скрипичный ключ. Если вы ходите в музыкальную школу или посещаете какой-то музыкальный кружок, то такой брелок в виде скрипичного ключа будет отличным подарком, сделанным своими руками для вашего педагога. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас, и чтобы центральный ряд немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Сейчас мы с вами начнем плетение этого ключа вот с этой загогулины. Я буду плести скрипичный ключ из резинок красного цвета. Вы можете выбрать тот цвет, который вам больше нравится. В процессе плетения мы всегда будем накидывать по 2 резинки. Поэтому берем сейчас 2 резинки и накидываем их с 1 на 2 столбик по левому ряду. Затем накидываем дальше со 2 на 3 столбик, с 3 на 4 столбик и так далее до конца этого ряда. Так как количество столбиков на станке не хватает для того, чтобы сделать цепочку нужной длины, то мы с вами сделаем небольшое удлинение, и делать мы его будем на другом ряду. Возьмите опять же 2 резинки и накиньте их с 1 на 2 столбик по правому ряду, и таким образом нам нужно накинуть 6 пар резинок. 2 пара, 3 пара, 4, 5 и, наконец, 6. На последний столбик нам нужно накинуть резинку одинарную, но накрутить ее на этом столбике 4 оборота всего, чтобы получилось. У нас 1 оборот накинут, накручиваем 2 оборот, накручиваем 3 оборот и накручиваем 4 оборот. Вот, эта резиночка у нас 4 оборота накинута. Теперь нам нужно обычным снятием все эти резинки снять, вот начиная отсюда вперед. Для этого крючок заводим внутри, отодвигаем ту резинку, которая у нас накручена 4 оборота, захватываем нижнюю пару резинок и накидываем на впереди идущий столбик. Далее здесь изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь точно так же поступаем и так далее до конца этого ряда. Готово. Теперь в последний столбик мы с вами вставляем крючок сквозь все резинки, которые здесь находятся, придерживаем пальцем и снимаем всю эту конструкцию со станка. Теперь смотрите, те петельки, которые у нас сейчас находятся на крючке, нам нужно накинуть на последний столбик левого ряда, на котором мы с вами накидывали весь ряд резинок. Натягиваем эти резиночки и накидываем все 4 штучки вот на этот последний столбик. Теперь нам нужно произвести снятие резинок по этому ряду. Сначала для удобства мы с вами отодвинем вот это наращение. Изнутри заведем крючок и захватим пару резинок, самых нижних, которые находятся на этом столбике, и накинем на впереди идущий столбик. Далее здесь внутри заведем крючок, снимем с этого столбика пару резинок, накинем на впереди идущий. Здесь скидываем на впереди идущий, здесь снимаем на впереди идущий и так далее до конца этого ряда. Готово. Эта деталь, которую мы с вами сейчас сделали, нам понадобится чуть позже. Поэтому возьмите карандаш, ручку или вот такой маленький крючок, если у вас есть, и вставьте его внутрь вот этих резинок, которые находятся на последнем столбике. Опять же, придерживаем пальцем, чтобы они никуда не слетели, и снимаем всю эту конструкцию со станка и откладываем в сторону, она понадобится нам чуть позже. Вот такая получилась длинненькая косичка.
Теперь делаем следующее. Берем, опять же, две резинки и накидываем их по центральному ряду с первого на второй столбик. Далее со второго на третий столбик, с третьего столбика на четвертый и так далее накидываем до конца ряда. До конца ряда мы с вами накинули. И теперь здесь тоже нам нужно сделать небольшое наращение. Наращение мы с вами будем делать на соседнем столбике. Берем парочку красных резинок и накидываем их с первого на второй столбик, со второго на третий. И таким образом нужно накинуть 5 пар резинок. Третья, четвертая и, наконец, пятая пара по этому ряду. На последний столбик нам нужно накинуть одинарную резинку и тоже накрутить ее 4 оборота. Второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Производим снятие по этому ряду. Захватываем крючком внутри пару нижних резинок, вытягиваем их с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Далее здесь снимаем, накидываем на впереди идущий. Далее. И, наконец, на последнем столбике накидываем на впереди идущий столбик. Засовываем крючок внутрь вот этих резинок, придерживаем пальцем и снимаем это наращение со станка. Вот это наращение мы с вами сейчас оденем вот сюда. Поэтому берем, натягиваем все резинки, которые сейчас на крючке, и накидываем их на последний столбик по центральному ряду. Вот такое наращение у нас получилось. Теперь возвращаемся к началу станка и берем две резинки того цвета, который мы с вами используем. Накидываем их с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. По правому ряду теперь идем. Одна пара резинок и вторая пара резинок. Еще одну пару резинок берем и вновь возвращаемся к центральному ряду. Вот такая у нас конструкция сейчас получилась. На этом столбике опускаем резинки немножко ниже, чтобы у нас получилось место для накидывания следующих резинок. А вот теперь мы с вами возвращаемся к той детали, которую мы с вами делали в начале урока. Натягиваем все резинки, которые здесь у нас на крючке находятся, петельки, и накидываем их как раз вот на этот столбик. Отлично, накинули. Теперь нам нужно на этом наращении отсчитать 11 петелек, считая ту, которая у нас накинута. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. И в 11-ю, если вы в 12-ю вставите крючок, то это ничего страшного, или в 10-ю. Поэтому ошибиться в одной-двух петельках ничего страшного, если вы ошибетесь. Вставляем крючок в 11-ю петлю, натягиваем всю эту конструкцию. И то, что сейчас у нас находится на крючке, мы с вами должны накинуть на третий столбик, если считать снизу. Натягиваем. И накидываем вот эту петлю на третий столбик. Обратите внимание, чтобы вот эта деталь, этот хвост, который у нас с вами остался, он смотрел в правую сторону. Вот так, если у нас станок расположен, чтобы он смотрел в правую сторону. Теперь, смотрите, немножко здесь выправим ту резинку, которую мы с вами 4 оборота накинули, чтобы она у нас более по центру стояла. И вставляем крючок во вторую резиночку, во вторую петлю. Вот если считать первая петля и вторая. И вот эту петлю нам нужно накинуть на 6-й столбик, если считать снизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Натягиваем нашу конструкцию и накидываем эту петлю на 6-й столбик. В этот раз смотрите, чтобы хвост, который у нас остается, смотрел влево.
Теперь мы с вами можем приступить к снятию резинок со станка. Натягиваем хвост, который у нас вот здесь торчит. Изнутри заводим крючок и захватываем две нижних резинки, накидываем их на впереди идущий столбик. Продолжаем. Изнутри, опять же, заводим крючок, захватываем пару нижних резинок, накидываем на впереди идущий столбик. Далее у нас много резинок накинуто, но нам нужно захватить именно самые нижние, оттянув те резинки, которые находятся выше. Заводим крючок изнутри, захватываем пару самых нижних резинок, снимаем их с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Далее уже проще, здесь потому что всего лишь две резиночки внизу. Захватываем, накидываем на впереди идущий. Здесь изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий. Вот здесь опять немножко сложновато, нам нужно внутри завести крючок, отодвинуть все лишние резинки и захватить пару нижних. Захватываем и накидываем на впереди идущий столбик. А далее уже все легко. Мы с вами изнутри просто пару захватываем и вперед гоним. Раз, два, три. Здесь опять у нас получается сложноватый момент. У нас есть резинки, которые идут по центральному ряду, и есть резинки, которые идут по правому ряду. Так вот, нам сейчас нужно захватить те две резиночки, которые у нас находятся, получается, выше. В моем случае это пара резинок, которые относятся к правому ряду. Поэтому я ее снимаю отсюда снизу и накидываю на правый ряд. Далее здесь по правому ряду произвожу снятие. Раз, два и три. Мы возвращаемся к центру. И нам осталось вот эти три резинки снять, которые по центральному ряду идут. Это уже просто изнутри захватываем парочку, накидываем вперед, изнутри захватываем парочку, накидываем вперед. И, наконец, здесь захватываем и накидываем вперед. Отлично. Берем одну резинку красного цвета, заводим крючок внутри последнего столбика сквозь все резинки. Накидываем одинарную красную резинку, натягиваем ее обязательно. Если вы ее не натянете, то она у вас может соскочить с крючка. Натягиваем и высовываем вот отсюда сверху. Сейчас мы сделаем петельку. Для этого вторую часть этой резинки накидываем ближе к концу крючка. А та часть, которая к корпусу крючка ближе, мы с вами ее рукой берем и вот так делаем петлю. Вот здесь у нас получилась петелька. Пока ее не затягивайте, потому что она может затянуться неровно. Сначала нам нужно снять несколько резиночек первых со станка. И теперь уже петлю можно затянуть, она затянется более ровно. И теперь всю эту конструкцию, практически готового уже скрипичного ключа, мы можем снять со станка. Там, где у нас накинуто много резинок, можно помочь крючком. И тогда снимется эта конструкция намного проще. Так. Вот такой у нас скрипичный ключ почти получился. Можно его немножко выровнять. Вот здесь сделать покруглее. Вот этот конец, который у него есть, нам нужно сделать полукругом. Это просто. Вы просто его вот так закручиваете, и он будет, в принципе, держать нужную форму, такую, которую вы ему сделали. Здесь немножко так подвытянем. Вот, в общем-то, и все. Скрипичный ключ мы с вами буквально за 5-10 минут сделали. Я надеюсь, что данный урок вам понравился, и вы обязательно сделаете такой ключ и подарите своему учителю. Ну, а подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши отзывы об уроке и что сказала вам ваша учительница, когда вы ей подарили такой скрипичный ключ. До новых встреч. Пока.